Итак, привет, мои хорошие. Наконец-то вышел видос на моем YouTube канале. Давно тут не было ничего. Сразу извиняюсь, было очень много дел. Как вы знаете, было большое обновление для Car Parking Multiplayer. Также я занялся своим проектом в свободное время. Это Next Gen Truck Simulator. Кто попробовал, отпишите в комментариях, как нравится, не нравится. Обязательно подпишись там в Discord канале. Я постоянно смотрю, какие машины добавлять, какой функционал. Смотрю на багов, фичи и так далее, так далее. Поэтому подписывайтесь, ссылочку я обязательно приложу. А мы сегодня разберем ачивки в новом обновлении, потому что не все знают, как это работает, как работают ранги. До меня очень много блогеров, контент-мейкеров разных уже обозревали весь контент в игре. Допустим, вот этот Hilux, да, ну то есть уже показали Ростов, Велифайр. Мы быстренько так пройдемся, но в основном будет про общий функционал. Потом в комментариях пишите, что вам еще не ясно, я сниму новый видос, потому что сейчас немножечко перед Новым годом, прям немножечко время освободилось. Вот, что хотелось бы сказать еще. Вы видите, это экран на iPad, я на iPad запустил, потому что здесь у меня более комфортно снимать видео, потому что если я буду с компьютера вам показывать, все равно там есть какие-то пролаги и так далее, через эмулятор не то. Поэтому вот такой формат квадратный. Возможно, в следующем буду на айфоне снимать, и там широкоформатное такое разрешение, и будет поинтереснее и поудобнее вам. Ну, поехали. Что у нас нового? Я сейчас так пробегусь по-быстрому. Что у нас есть? New Cars, да? Давайте посмотрим. Ну, это, конечно же, М4. Многие просили. Прям, как только она вышла, сразу уже мне начали в комментариях писать. Посмотрите, какие фары вообще. Ну, полностью детализация. Это прям огонь. И, как вы видите, мы добавили новое меню, да, то есть не загрузочный экран, меню в игре. Когда вы появляетесь, смотрите, какое небо тут, блин, закат вообще шикарнейший. Не представляете, сколько вариаций различных было. Мы остановились именно на этом варианте. Надеюсь, вам очень сильно понравилось. Ну, вот такие вот ребята там стоят, что-то делают. Кому-то Nissan 350Z. Вот мой, допустим, никнейм, да, вот мы видим на самом сервисе. Также с ним рядом мой ранг. То есть я девелопер, да, разработчик, поэтому ранг у меня разработчика. У вас будет beginner, там еще какие-то профессионалы и так далее, так далее. Так, давайте дальше посмотрим, что у нас там по машинкам нового. Был где-то Tophos Cartel. Где-то был, по-моему, в самом начале они, да. Так, извиняюсь, сейчас покажем вам. Вместо обрез, наверное, надо, чтобы долго большое видео не выходило. Так. Сейчас не совсем удобно на два монитора. Вот он, Tophos Cartel. Вот он. Tophos Cartel. Очень много ребят. И на протяжении... Я как только пришел вообще в проект, его уже тогда просили. Это турецкая машина. У нас есть Tophos, как он называется? Сахин, по-моему, не знаю. Вот это Cartel именно, такая вот вариация. Старенькая машина, но очень заходит сильно турецкой аудитории, поэтому решили его добавить. Что у нас еще есть? Также мы добавили для японских игроков, ну и не только японских. В принципе, вы все на этих машинах тоже катаетесь, и вы знаете, что они прикольные. Так, где-то в Велифайр был. Я вам Hilux показал, BMW показал. Так, его найти надо. Вот он, Велифайр, да, Toyota Велифайр. Со следующим фиксом мы проработаем фары, не хватило времени немного, поэтому на это не обращайте внимания. Задние тоже фары. Так, машинка очень прикольная. Прикольно ложатся на них винилы. Я даже видел, как дрифтят на них ребята. Прям, это прям пушка, как они на них дрифтят. Не понимаю, как они настраивают машину, но это очень весело смотреть. И большие вы молодцы, большие профессионалы. Так. Давайте разберем теперь систему. Где эта система у меня? Вот у меня девелопер, как вы видите, ранг в правом верхнем углу, да, то есть так, если на камеру, вон там, короче, девелопер написано. Давайте нажмем на нее. Я вот разработчик, сейчас посмотрим, сколько я там наиграл. 15 часов наиграно, 47 минут. Статистика считается с нуля, как ввели функционал. Некоторые говорят, я до этого года играл несколько там сотен часов у меня, но функционал только завезли, поэтому логично, что он только сейчас начнет фиксировать.
Самая первая строчка это ранг. Смотрите, видите, ранг. У меня написано developer. Так, дальше ID идет. Дальше наигранное время мое. И написано, допустим, чтобы вам дальше перейти получить новый ранг, вам нужно 45 ачивок. Я получил пока 32. Но так как я девелопер, мне в принципе не будет меняться. У вас если из бигинера, там, допустим, 10 надо выполнить, и ачивок каких-то получить, и вы перейдете на следующий ранг. Это статистика. Если смотрим, вот видите, вся статистика в игре, которая очень важная. Допустим, машин сколько подобрано, гифтов, сколько спидбаннеров пройдено, сколько оштрафовано людей, сколько в такси у вас наиграно заказов и так далее, так далее. Оффроуд, сколько километров проезжено по оффроуд дорогам. Поэтому смотрите, добивайтесь хороших результатов, думаю, всем будет интересно. Справа вы видите окно ачивментов. Допустим, у меня их сейчас 32. Я чуть дальше разберу их, покажу. Пока остановимся на этом, я потом расскажу, какая ачивка за что дается. Итак, по ачивкам будем запоминать по картинкам, так как у меня название тут везде стоит King Road, это дизайн проекта. Первый идет, в принципе, King Road Achievement. Смотрите, вашему вниманию, каждый achievement состоит из 6, смотрите, видите, закладок таких. То есть имеет каждая ачивка 6 рангов. Это золотая, бронзовая, серебряная, золотая, просто красная, фиолетовая и бирюзовая, назовем. Ну, это какие-то драгоценные камни, в принципе, можно сказать, стандарт в играх. Вот, допустим, King Road, да, то есть вы проезжаете, допустим, 5 километров, вам дают бронзовую, потом 50 километров вам дают серебряную, 100 километров дают золотую, 250, допустим, красную, 500 и 1000 соответственно. То есть можете зарабатывать, именно получать эти ранги, либо другие, без разницы. Это влияет на ваш ранг, сам системы, то есть, да. Ачивменты влияют на ранг, то есть можно посмотреть, сколько вам, как я говорил в начале видоса, сколько вам нужно до определенного ранга получить ачивментов. Что удобно, то можете выполнить сразу, либо сразу выполнять какие-то тяжелые самые, чтобы потом не заморачиваться в конце. Так, ну King Road это сколько вам километров нужно пройти, там иконочка такая в виде дороги. Ну вы сразу разберетесь, это интуитивно, по-моему, даже уже все поняли. Так, ну дальше идет hours, да, то есть давайте увеличим сейчас немного, вот так поставим, да, hours, то есть проведенные часы, по-моему, это называется CPM Fun, сколько проведено часов в игре, часов, минут, неважно, то есть тоже за это дается ранги. Так, в виде вот такого вот спидометра, это сколько пройдено спидбаннеров, да, когда вы через табло просекаете, вашу скорость показывает, этот момент фиксируется именно с этой ачивкой. Так, это коллекция машин, то есть, да, сколько у вас машин имеется на аккаунте, приобретено, да, то есть, ну, это понятно. Это тоже не помню, как называется, но вы по картинкам все поймете. Допустим, вот этот вот светофор с таким финишным прямой, это драг рейсинг, то есть, сколько вы выиграли именно соревнований по драгу, да, то есть, по прямой. Все вы знаете, City Main, там, когда вы предлагаете гонку, вы там начинаете до тоннеля гоняетесь. Извините. Так, дальше идет картинка такая в виде девушка за рулем с парнем. Это сколько уровней в игре пройдено, которые уровень миссии имеется в виду, которые в синглплеере находятся. Вы там можете уроки вождения, скажем так. Я думаю, это тоже все поняли. Так, давайте сейчас прокрутим вниз немного. Что у нас еще там есть? По сути, у нас очень много ачивок, точное количество, больше 30 точно я создавал. Так, вот этот achievement, так, я что-то прокрутил, да? Ага, все понял, нормально. Так, этот achievement отвечает за дрифт, сколько вы продрифтили в самой игре, да, на какой-то там машине, по километражу считает. Так, дальше вот два мужика бегут, соревнуются. Это сколько вы пробежали в игре именно персонажем. Поэтому я думаю, это не такой сложный ачивмент, очень быстро можно выполнить. Так, следующий в виде полицейского, это сколько вы оштрафовали людей за превышение скорости.
Так, дальше идет, сколько вы собрали денег на посту. У нас, вы знаете, в некоторых местах есть посты, где можно зайти и собирать деньги за проезд. Можно также в синглплеере за проезд ботов, либо в мультиплеере за проезд игроков. Дальше, сколько литров вы залили бензина в свою машину. Думаю, это тоже было понятно. Вот этот момент, сколько, вот видите, рука такая, машинка и монета, сколько вы продали машин и в игре другим игрокам, соответственно. Так, давайте ниже. Так, вот этот вот значок, если вы видите его сейчас, ну, первый этот идет, где двое мужчин стоят, и один другому вручает ключи, да, то есть это сколько совершено обменов между игроками машинами, да, когда вы предлагаете обмен. Так, следующее, вот огонь и колесо. Сколько сожжено резины при дрифте ваших машин, не знаю, вы вот дрифтите в ноль, закатываете свою резину, это считается за прожженную, да, резину. Так, дальше это тюнинг, то есть, это сервис, car сервис, по-моему, что-то такое называется, сколько раз вы чинили свою машину, да, заезжали на СТО. Вот. Так, следующий, что там, сколько машин вы помыли, да, то есть от грязи, вот, которую новый функционал мы добавили, сколько раз вы заезжали на автомойку, скажем так. Следующее, сколько километров наезжено по оффроуд дорогам, то есть оффроуд дороги в пустыне считается вот это вот песок. Оффроуд карта самая, наверное, больше там можно быстро получить этот ачивмент. Так, дальше, сколько времени, вот эта вот прикольная картинка, запомните ее, смотрите, вот где лесок, вот такой зеленоватый, да, дорога там. Сколько времени вами проведено в качестве пассажира в игре, то есть когда вы садитесь кому-то пассажиром, то есть считается это время, вот, и дается именно эта ачивка, этот ачивмент, поэтому запоминаем, потому что многие именно про этот ачивмент меня просили рассказать. Так, что там? Так. Вот этот ачивмент в виде смайлика такого дается за реакции, то есть когда вы нажимаете кнопочку реакции, там улыбнуться, там еще что-то, поставить лайк, это ачивмент дается именно за количество реакций в игре. Так, дальше, соответственно, ну это понятно, такси, то есть сколько раз вы взяли заказов. Так, дальше, сколько куплено домов в игре, да, то есть там у нас какое-то количество есть, сколько домов, бизнесов куплено в игре, поэтому покупайте дома и бизнесы, и будут вам ачивменты. Так, вот этот ачивмент отвечает, сколько гифтов таких зелененьких собрано, чемоданчиков, да, в игре, в самой игре, поэтому собирайте. Ну, я думаю, вот это точно очевидный. Следующий, сколько трежеров, таких, знаете, чемоданчики с деньгами, которые появляются изредка на сервере, и кто первый заберет их, тот и получит деньги. Это именно отвечает за этот компонент в игре. В принципе, все. Если я что-то забыл, в комментариях обязательно напишите по ачивментам. Потом, может быть, какой-то видос выйдет, скорее всего, даже не может быть, где я буду просто играть в карпаркинг с людьми, залетать там, смотреть на реакции, потому что у меня написано девелопер, как вообще люди отреагируют. Я понимаю, что немногие в играх знают именно, что есть такой ранг, скрытый ранг для разработчиков игры. Поэтому, если вы видите человека с таким рангом, скорее всего, это я, либо кто-то из моих коллег. И не надо им писать, навязываться и говорить, дайте такую-то машину и так далее. У меня у самого М4 последней, кстати, нету. Еще не успел купить, не заходил играть, то есть в основном делал багафиксы и так далее. Приятно было вас увидеть, услышать. Обязательно подписывайся под каналом, то есть под видео, там различные ссылки на Discord. Я там постоянно обитаю, постоянно по своей игре смотрю комментарии. Поэтому, если хочешь задать мне вопрос или внести какое-то предложение, обязательно заходи в Discord и подпишись на Instagram аккаунт моей игры NESGEN Truck Simulator. Вскоре выйдет видео по обновлению, там уже 3 или 4 обновление. Кто не видел игру саму, просто хочет посмотреть, можете дождаться нового видео. Всем спасибо, всем хорошего настроения, всех с наступающим Новым годом. Надеюсь, у вас будет все хорошо и у всех нас будет мир над головой. Все, всем пока.